Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, а также шлю из своего сердца свет божественной любви каждому сердцу, мира вашему дому. И сегодня мы отвечаем на вопросы нескольких наших зрителей, которые уже готовы высаживать рассаду в теплице. Есть даже зрители, которые спрашивают, когда же высаживать в открытый грунт рассаду в апреле месяце, потому что живут в южных регионах. Но прежде чем я озвучу все эти дни, я хочу напомнить, вот смотрите, апрель месяц. Здесь у нас вот в таком плане располагаются планеты в таких знаках, и эти знаки нам говорят и подсказывают, что вторая половина апреля будет довольно-таки много воды. Это могут быть осадки в виде дождя, снег. Это в последние годы даже у нас на юге очень популярно. Хотя, казалось бы, солнце будет в Овне, но смотрите, затем, когда обычно высаживают даже у нас на юге рассаду, даже в теплицах, здесь время уже входа солнца в знак Телец. И смотрите, сколько воды. Практически вот она вся. Это у нас апрель. Вот здесь получается Сатурн в Водолее, это у нас снова ветер. Уран в Тельце был и есть до 26 года. Нептун в знаке воды и Козерог. Плутон в Козероге, тоже прохладное время. То есть это дни корня, дни Земли, а они у нас находятся как раз в холодных, видите, и Плутон, и Сатурн, и плюс, ну, Солнце чуть меньше. Но вот Плутон у нас находится в знаке стихии Земли, Козерог – это холод, а вот Сатурн в Водолее – это ветер, снова же тоже охлаждение. Поэтому я все-таки не советую высаживать в открытый грунт рассаду, не спешите. Лучше это сделать, видите, уже в мае месяце, после 5-11 мая, открытый грунт, когда уже прогреется почва, здесь очень хорошо. Здесь, видите, какая прекрасная ситуация с температурами. И Венера у нас в Овне, и Юпитер в Овне. Ну, а позже, в конце месяца, это уже и Марс в Овне, там слишком жарко будет. Сочетание вот этих энергий, стихий очень хорошее для того, чтобы уже выращивать овощи в открытом грунте во второй половине мая. Я ответила на ваш вопрос и прошу вас в апреле не высаживать в открытый грунт. Ну а в теплице, конечно же, уже в конце месяца для теплицы не страшны вот эти все осадки, хотя если теплица где-то внизу находится, и может быть залив воды, потому что, видите, воды очень много будет. И нужно к этому подготовиться и предусмотреть отвод воды от теплиц. Ну а теперь давайте рассмотрим, когда же все-таки лучше высаживать рассаду, уже готовую рассаду, у многих уже перерастает. Но снова же, если вы в теплом регионе или в теплой стране, тогда можете начинать высадку рассады. Так, вот смотрите, киевское время. Оно в апреле совпадает с московским. И вот первый период, когда можно высаживать рассаду, это знак Телец. Если вы высевали в знаке Тельца, потом приводили пикировку, пересадку, перевалку и снова посадите, уже высадите рассаду в Тельце, будет замечательно. Для растений это очень хорошая энергия. Итак, 3 апреля с 10 часов можно высаживать до конца суток, 4 апреля все 24 часа. Снова же напоминаю, это в теплых регионах. Следующий период – это период нахождения Луны, растущая Луна в знаке Рак. 7 апреля с 19 часов до конца суток, 8 апреля все 24 часа. Дальше будет большой промежуток времени, когда нельзя будет высаживать рассаду, потому что это период, и здесь и знаки не подходят для нашей рассады, чтобы получать хороший урожай. Ну и затем у нас будет полнолуние, сожженный путь полнолуния. И вот уже в Скорпионе убывающая Луна кусочек будет после сожженного пути полнолуния 18 апреля с 20 часов до конца суток. Ну, тот, кто очень заинтересован высадить рассаду, включают свет и высаживает. Но снова же я должна предоставить вам информацию, а вы уже выбираете сами. Очень хороший период будет в Козероге при убывающей Луне. Ничего страшного, что это убывающая Луна.
корневая система еще больше укрепится. Посеяли вы на растущей луне, и зато у вас хороший результат получится. 21 апреля можно начинать высаживать рассаду с 8 часов утра до конца суток. 22 апреля все 24 часа. Ну и завершится месяц таким большим периодом. Смотрите, у нас и знаки в рыбе, это и Венера, и Юпитер, и Марс в знаке рыбы, и плюс Нептун. И тут вот какое совпадение, в конце месяца снова же можно высаживать в этом знаке. Это хороший знак. Конечно, если бы было тепло, это замечательное время, сочетание такое, и влага, и тепло. Но тепло при осадках не бывает. Осадки всегда холодные и охлаждают почву. Ну вот смотрите, в теплице можно высаживать 25 апреля с 14 часов до конца суток, 26 апреля все 24 часа и 27 апреля с 0 часов и до 15 часов 30 минут дня. Вот такой сегодня у нас агрогороскоп. Этот агрогороскоп посвящен посадке уже рассады в теплицах и в открытом грунте в апреле 2022 года. Его подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами с надеждой на то, что у каждого в сердце будет мир, установится мир и начнется новая эра, новая эпоха мира на земле. От нас, от каждого из нас зависит сейчас вот это действие и будущее наше и нашей земли. Удачи вам, всего самого доброго, с днем весеннего равноденствия!